Представьте зал суда в Лондоне, место, где закон должен быть выше всего. И именно там, на глазах у десятков людей, одна женщина бьет другую по лицу. Не из-за преступления, не из-за спора, а потому что считает ее слишком простой и недостойной ее сына. Эту женщину звали София Маршалл, вдова известного адвоката, гордая и жестокая. А пострадавшая Эмилия Росс, тихая, умная девушка из рабочего района Манчестера, не привыкшая к роскоши, но честная и сильная духом. Эмилия училась на юриста, скрывая, что ее отец – один из самых уважаемых судей Британии, сэр Роберт Росс. Он всегда просил дочь держаться в тени, не пользоваться его именем, чтобы строить карьеру самостоятельно. Когда Эмилия влюбилась в Дэниела Маршалла, младшего сына Софии, она верила, что любовь сильнее предрассудков. Но мать Дэниела думала иначе. Для Софии Эмилия была девушкой не из их круга, угрозой их репутации и наследию. С тех пор начались унижения, холодные слова, насмешки, презрение. А Дэниел он любил Эмилию, но не имел смелости защищать ее. Однажды семья Маршаллов оказалась в центре громкого судебного дела. Старший сын растратил деньги фонда. София решила сделать все, чтобы спасти честь семьи. Но судьба сыграла злую шутку, дело попало к судье Роберту Россу. Она не знала, что это отец той самой девушки, которую презирала. В день заседания зал был переполнен. София, нервная и надменная, сидела рядом с сыном и Эмилией. Во время перерыва она подошла к невестке и, подняв подбородок, прошипела: «Ты позор для нашей семьи». Эмилия попыталась ответить спокойно, но София не дала ей и слова сказать. Ее ладонь с грохотом ударила по лицу девушки. Тишина накрыла зал. Эмилия закрыла щеку рукой, униженная, но не сломленная. И тогда впервые в ее взгляде появился ледяной блеск. Она молча вышла и направилась прямо в кабинет судьи. Когда Роберт Росс увидел дочь с красным следом на лице, он понял все без слов. Через несколько минут дверь в зал снова распахнулась. Судья вошел, за ним шла Эмилия. Все встали. «Прежде чем мы продолжим дело», — произнес он холодно, — «я должен рассмотреть акт насилия, совершенный прямо в этом помещении». София побледнела. «Ваша честь — это недоразумение», — залепетала она. «Недоразумение?» — повторил он. «Женщина, которую вы ударили, моя дочь». В зале раздался шум. Судья стукнул молотком. «За проявленное неуважение к суду и акт физической агрессии приказываю взять Софию Маршалл под стражу». Охрана вывела кричащую женщину, а пресса уже писала о пощечине века. Позже аудит выявил масштабное мошенничество в фонде семьи Маршаллов. Все состояние Софии было арестовано. Дэниел потерял все – деньги, имя и любовь. Эмилия же, под руководством отца, открыла юридическую фирму, защищающую простых людей от богатых и безнаказанных. История, начавшаяся с пощечины, закончилась торжеством справедливости. И урок был прост: никогда не бейте тех, чью силу вы недооцениваете. Иногда за ними стоит сам закон.